Всем добрый день, это Таро прогноз, Таро предсказания для знака зодиака Рыбы. Что ждет рыб в октябре 2023 года во всех сферах жизни? Это общий расклад, поэтому возьмите только то, что резонирует конкретно с вами. Здесь я разложила на столе Таро мистические понедельники. А основная колода у нас будет оракул Лучезарное Солнце. Вы можете смотреть этот расклад не только если у вас Солнце в знаке зодиака Рыб, но также Луна, асцендент, то есть восходящий знак в момент рождения был Рыбы, либо стеллиум планет, то есть 3 и более планеты в знаке зодиака Рыб, неважно, какие это будут планеты. Итак, я возьму 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет рыб в октябре 2023 года? Первая карта – это сектор партнерских отношений. И здесь какая-то универсальность или солнце в близнецах. Но вы будете очень хорошо приспосабливаться к вашему партнеру в отношениях. Вы будете проявлять качество близнецов, общаться и даже когда нужно как-то поддаваться, изменяться, и будете такими очень гибкими, дипломатичными. Либо такие качества могут проявлять ваши партнеры. Если вы, например, в поиске, то вы можете встретить человека, у которого хорошо развиты знаки зодиака близнецы. Да? Не обязательно, что он будет типичный близнец. Просто, может быть, у него Луна в близнецах или какие-то другие планеты, Венера, да? Вам будет легко общаться с этим человеком. То же самое, что если вам нужно провести какие-то переговоры с вашими партнерами, либо с вашим мужем, женой, вы легко найдете общий язык, и вот у вас будут быстро складываться дела в этом ключе. Финансовый сектор. Здесь какая-то драма разыгрывается. Ой. Это Меркурий во Льве. Я знаю, что сейчас у рыб происходит затмение как раз на оси 2-й, 8-й дом, да, то есть это ось финансов. И многие рыбы из моих друзей берут кредиты, берут ипотеки, да, чтобы купить жилье. То есть это какие-то дела с банками, документами банковскими, да. Ну, может быть, у вас есть какие-то другие свои дела, может, вы будете менять банк, делать какие-то новые вклады, или вам придется запрашивать страховку, либо страховать свое имущество, да, все, что связано с 8-м сектором гороскопа, это деньги, которые вы не заработали, это деньги других людей, либо вот банки, кредиты, здесь очень актуальна эта тема. Но здесь у нас карта драма, поэтому здесь будьте осторожны, не попадитесь как бы на удочку, может быть, вам пообещают хорошую процентную кредитную ставку, да, либо вы какие-то другие можете совершить по незнанию ошибки, потому что Меркурий во Льве – это когда нас привлекает какая-то театральность, поэтому карта называется здесь драма, когда вам хотят привлечь ваше внимание, либо вы хотите привлечь внимание какого-то другого человека, и любые театральные методы здесь используете. Поэтому в деньгах, конечно, нужен расчет. Также эта карта может говорить о какой-то вашей интимной жизни. И здесь она уже более интересна с этой точки зрения, потому что в отношениях с вашим интимным партнером может быть какая-то действительно драма и театральность привнесет новую, что-то новенькое, да, в вашу интимную сексуальную жизнь. Здесь, ну, мы будем еще брать другие карты, посмотрим, что здесь может быть. Карта прекрасная выходит в 3-м, 9-м секторе. Кстати, там, где у рыб как раз тоже пройдет последнее затмение. И, может быть, это какая-то поездка интересная вас ждет, если она у вас еще не состоялась, да, может быть, это случится в октябре. Либо это знакомство с человеком издалека, либо встреча с этим человеком. Это мощная карта, посмотрите, ведь здесь Юпитер в Стрельце. Здесь у нас символы Солнце, Луна. То есть это какие-то кармические отношения с человеком из другой страны. Знакомства и поездки, изучение иностранного языка.
а также многие рыбы решатся на получение высшего образования, именно высшего по Юпитеру здесь, да. Либо как-то так ситуация сложится, что вы откроете для себя какие-то новые знания, может быть, начнете медитировать, поедете в какое-то специальное место, обретете учителя, какие-то, может быть, новые книги, другие вот методы, ресурсы для того, чтобы обучить себя, выйти на новый уровень развития. Вот это все очень благоприятно, потому что мало того, что у вас там затмение, да здесь еще карты в своей как бы обители. Поэтому я думаю, что многих рыб ждет что-то очень интересное. А также это может быть еще связано с блогерской работой, с началом преподавания, что вы будете вещать на большую аудиторию. Это тоже очень возможно. Четвертый сектор, четвертый, десятый, и здесь Луна во Льве. Здесь у нас уже был знак Льва, это был во втором секторе. Поэтому я думаю, что многие рыбы будут все-таки тратить деньги на свою недвижимость, на улучшение своего комфорта. Вы будете что-то праздновать, может быть, это новоселье, может быть, это какое-то другое событие в вашем доме, семье, у ваших родителей. Кто-то празднует уход на пенсию, кто-то, наоборот, выход на работу, новую работу. Может быть, здесь у вас какой-то творческий дебют, да, посмотрите, здесь драма, здесь карта благодарности. Ну, в общем, здесь и здесь лев. Это говорит о том, что если у вас какая-то творческая работа, вы будете на виду. И вы за что-то будете очень благодарны, да, за вашу работу. Может быть, это юбилей вашей совместной жизни, или вы хотите поблагодарить вашего супруга за такую прекрасную жизнь вместе, да, то есть это какие-то семейные праздники, благоприятные семейные дела. Ну и также продвижение за счет вот вас, вашей личности, вашей популярности. 5-11 сектор тоже такой общественный. И здесь Марс в Тельце. Но здесь мы видим всадники, здесь на ножах. Возможно, у вас могут быть разногласия с кем-то из ваших друзей. Может быть, вы не согласны с какой-то вот теорией, не знаю, там, где вы находитесь, в какой-то группе, в коллективе. Может быть, у вас закончится членство в какой-то группе, или вам придется оттуда выйти. Кто-то из друзей уйдет из вашей жизни, либо это какие-то ссоры, недомолвки, как с друзьями, так и с вашими клиентами, с вашими детьми. В том числе ваши дети могут быть очень упрямы. Марс в Тельце – это такое упрямство такое. Или вот если разбудить Марс в Тельце, то это, конечно, очень серьезно. Это может быть сразу такой тихий человек может превращаться воина на ваших глазах, который, несмотря ни на что, вот идет на пролом, как телец, как буйвол. Поэтому здесь у вас будьте осторожны, может быть, с вашей какой-то светской жизнью, с тем, что вы говорите другим людям, да, во избежание каких-то конфликтных ситуаций. Но Марс в Тельце – это еще какая-то активность в зарабатывании денег, в бизнесе, в продвижении себя, в рекламировании своих дел, своих трудов, в своем хобби. А для кого-то это активность относительно ваших детей. Может быть, вы хотите, чтобы они, допустим, пошли учиться в музыкальную школу, да, или в какое-то другое хобби у них было. И вот вы с ними, тут у вас какая-то дискуссия яркая происходит, да, в этом моменте. Это какая-то активность. Может быть, ваши дети участвуют в соревнованиях, или вы, да, и тоже здесь вот ведется какая-то работа в этом плане. А вот 6-12 сектор один из самых главных, и здесь Луна в Скорпионе. Это энергия. Луна в Скорпионе – самое глубокое положение Луны в знаках зодиака, поэтому здесь вы, рыбы, как-то углубляетесь в себя, в свою внутреннюю жизнь и в повседневную жизнь тоже. Ну, во-первых, это большая энергия, действительно. Вы справитесь со всеми делами повседневными, которые у вас могут быть. И если у вас были какие-то вопросы, связанные со здоровьем, то здесь тоже, скорее всего, у вас улучшится ваше здоровье. Единственное, что карта может посоветовать вам сохранять как-то вашу энергию, что вообще, если вы плохо себя чувствовали, то это не из-за того, что, может быть, вы
чем-то больны, да, а из-за того, что у вас идет отток энергии на что-то, да, другое. И, скорее всего, вы можете найти ответы внутри себя, что ваш организм там, о чем вы волнуетесь, да, то есть искать все ответы надо где-то в глубине своей психосоматики. Луна в Скорпионе, ну что это еще может быть? Какой-то особый распорядок дня, какие-то вот уровень комфорта, да, вот вашего. Здесь очень важен уровень комфорта. Может быть, вы захотите как-то оградить себя от каких-то даже дел, и Скорпион любит, когда все очень четко, поэтому, ну, здесь, скорее всего, у вас будут, вы даже можете чем-то давить на ваших домашних, на ваших коллег по работе, да, и вот гнуть свою линию, потому что скорпионы все равно они манипуляторы в какой-то степени, и здесь вот вам удастся как-то выстроить свои дела, свой график работы именно по вашему усмотрению. Но в целом карта благоприятная, я думаю, что здесь проблем со здоровьем точно не будет у рыб. Возьмем несколько карт из колоды «Мистические понедельники». Посмотрите, это кубки, это туз кубков, означает какую-то особую гармонию в любовной жизни. Карта королева жезлов. Ну, это, конечно, какие-то могут быть страстные любовные отношения, особенно если вы мужчина и смотрите этот расклад, это любовь к какой-то женщине. А если вы сами женщина, то вы будете проявлять вот такие качества смелые относительно любви, ваших чувств. Вы можете смело заявлять о том, что вы хотите, не обязательно вашему партнеру, даже самой себе. Это как будто бы у вас энергия вместе с вашими ментальными установками и внутренней энергией, да, и вот здесь карта Скорпион тоже нам об этом говорит, что у вас как бы сложилось все, и вы идете вперед. Здесь вы такое качество огненное даже в каком-то плане продвигаете в себе. Поэтому я думаю, что многих рыб ждет успех в личной жизни, да и в работе тоже, потому что у вас будет энергия на все. Вы будете популярны. Может быть, кто-то признается вам в любви по кубкам, по кубковой карте, да, это какая-то влюбленность. Ну и вообще, туз кубков — это как бы ваша карта рыбы, да, поэтому эти энергии с вами очень смежные, поэтому вы будете, ну, хорошо себя чувствовать, и, может быть, действительно у вас будет много новых знакомств, потому что здесь много общественных карт. И вот это, например, тоже карта, да, партнерских отношений говорит о том, что вы много общаетесь с кем-то. Но затмение у вас происходит в секторе 8-го дома финансового и 9-го. Поэтому здесь что? Здесь, конечно, да, какие-то поездки, путешествия. Может быть, вы ну, увидите, кто-то исполнит вашу мечту. Я думаю, что здесь очень многих рыб ждет что-то интересное. В общем, напишите в комментариях. Я просто сделала небольшую такую паузу, потому что хотела дать еще другие варианты. Но не знаю, насколько это уместно. Может быть, просто кто-то из ваших будущих любовников, да, или настоящих мужчин, которые у вас есть, там, или женщин, я не знаю, как это сложится, эта ситуация, но, в общем, благодаря вашей второй половине вы можете куда-то поехать, да, потому что все-таки такой 9-й сектор, либо благодаря вашей любви, вот этому чувству, которое вас одухотворяет, окрыляет, когда мы влюблены, нам хочется что-то творить, да, поэтому, может быть, вы займетесь блогерством, или вы пойдете учиться, то есть как-то вы начнете раскрывать свои горизонты благодаря вот такому чувству влюбленности, какой-то особой удовлетворенности, которую вы почувствуете в октябре. Вот такой расклад для вас, рыбы, получился. И я желаю вам всего хорошего. Весь негатив останется здесь, а вы возьмите для себя только самое лучшее отсюда. Подписывайтесь на мой канал. До встречи на моих новых видео. Всем пока!